Урок 1. Подготовка дома. Подготовка дома– это такое увлекательное время. Да, я гнездился как сумасшедший. Что вы организовывали? В основном это детские и кухонные принадлежности. Это так важно. Каждая деталь имеет значение. Точно. Я хочу, чтобы все было идеально. Вы выбрали тему для детской. Я думаю о природе. Это звучит мило и успокаивающе. Урок 2. Осмотр стоматолога. Он посмотрел на мои передние и задние зубы. Это похоже на тщательную проверку. Да, он сказал мне, что задние зубы нуждаются в особом уходе. Что он порекомендовал? Больше чистки зубов и регулярных осмотров. Это хороший совет. Профилактика имеет ключевое значение. Абсолютно. Я хочу сохранить свою улыбку здоровой. Яркая улыбка производит огромное впечатление. Обязательно последую его советам. Урок 3. Разговор о тыкве. Вы когда-нибудь вырезали тыкву на Хэллоуин? Да, мне нравится это делать. Это так весело. Создавать жуткое лицо. Что вы обычно вырезаете? Мне нравится делать традиционные фонарики из тыквы. Они выглядят великолепно, когда освещены. Верно. Цвет внутри делает их живыми. Точно. Это придает им волшебное сияние в ночное время. Добавляете ли вы какие-нибудь украшения вокруг него? Иногда для большего эффекта я кладу вокруг листья и маленькие свечи. Это звучит красиво. У вас есть любимый дизайн тыквы? Урок 4. Философские мысли. Вы когда-нибудь задумывались о том, как философы интерпретируют поэзию? Да, они часто говорят, что нужен метафорический подход. Это интересно. Как вы думаете, почему? Потому что поэзия может выражать глубокие эмоции и идеи, выходящие за рамки буквального значения. Истинный. Это открывает двери для различных интерпретаций. Точно. Каждый читатель может найти в стихах что-то уникальное. Есть ли у вас любимый поэт, использующий метафоры? Я действительно восхищаюсь Робертом Фростом за его яркую образность и глубину. Он потрясающий. Его стихи заставляют задуматься на нескольких уровнях. Урок 5. Приключения с маской и трубкой. У меня был интересный опыт, когда я решил заняться сноркелингом. Да неужели? Что случилось? Я увидел так много разноцветных рыбок, плавающих вокруг меня. Это звучит потрясающе. Это был ваш первый раз. Да, я сначала немного нервничал. Я могу себе представить. Но как только вы окажетесь в воде, оно того стоит. Абсолютно. Это было похоже на попадание в другой мир. Я бы тоже хотела попробовать заняться сноркелингом. Куда ты ушел? Я отправился на красивый коралловый риф. Виды были захватывающими. Урок 6. Лыжные приключения. Вы когда-нибудь катались на лыжах?
Да, мне это так интересно. А ты? Я тоже это люблю. Некоторые люди даже катаются на лыжах по ровной местности на большие расстояния. Это интересно. Обычно я предпочитаю склоны. Склоны захватывающие, но катание на плоских лыжах может быть расслабляющим. Истинный — это другой вызов. У вас есть любимое место для катания на лыжах? Я люблю кататься на лыжах в горах. Виды потрясающие. Звучит идеально для зимних приключений. Урок 7. Переговоры о бюджете. Я это подумал о предложении по зарплате. Да, я думаю, что это немного мало для моего опыта. Что вы предлагаете нам сделать? Я мог бы возразить, указав большее число. Это хорошая идея. Какую сумму вы рассматриваете? Возможно, примерно на 10% больше, чем их предложение. Это звучит разумно. Как вы думаете, они примут это во внимание? Я надеюсь, что это так. Я считаю, что это отражает мои навыки. Вы подготовили причины для повышения. Урок 8. Увлечение фотографией. Вам нравится фотография. Да, я люблю уличную фотографию. А вы? Я предпочитаю пейзажную фотографию. Это так мирно. Это звучит расслабляюще. У вас есть любимое место? Однозначно горы. Виды захватывают дух. Я могу себе представить. Мне нравится снимать людей в городе. Это должно быть захватывающе. У вас есть любимый момент. Однажды я поймал прекрасно играющего уличного музыканта. Это, наверное, было волшебно. Урок 9. Ценности дружбы. Насколько для вас важны друзья? Очень важно. Хорошие друзья делают жизнь намного лучше. Я согласен. Мне повезло, что у меня сплоченная группа. Да, они поддерживают меня в трудные времена. Точно. Вы давно их знаете. Большинство из них еще со школы. Это было путешествие. Это чудесно. Вы часто проводите время вместе. Всякий раз, когда мы можем. Мы любим игровые вечера. Звучит очень весело. Мне это тоже нравится. Урок 10. Советы путешественникам. Есть какие-нибудь советы по бронированию билетов на поезд? Конечно. Сначала определитесь с пунктом назначения. Хороший вопрос. Что дальше? Ищите предложения в интернете. Вы можете значительно сэкономить. Это правда. Есть ли конкретные веб-сайты, которые вы рекомендуете? Да, я часто пользуюсь Тейнани и Юап. Большой. Что насчет времени? Обычно помогает предварительное бронирование. Я это запомню. Как насчет горящих предложений? Урок 11. Простые радости. Находите ли вы радость в мелочах? Абсолютно. Важны именно маленькие моменты.
Я согласен. Как будто наслаждаешься чашечкой теплого кофе. Да, или наблюдать закат после долгого дня. Эти моменты могут быть такими умиротворенными. Точно. Они напоминают нам, что нужно ценить жизнь. Что еще приносит вам радость? Прослушивание моей любимой музыки всегда поднимает мне настроение. Музыка мощная. Это может мгновенно изменить ваше настроение. Урок 12. Сохранение истории. Вы заметили, как сейчас люди ценят старые здания? Да, удивительно видеть уважение к истории. Я думаю, что важно сохранить наше наследие. Абсолютно. Они рассказывают истории прошлого. Точно. Некоторые здания имеют уникальную архитектуру. Они делают. И интересно узнать их историю. Какое ваше любимое историческое место? Я люблю посещать старинные замки. Они такие грандиозные. У замков такая богатая история. Я тоже люблю музеи. Урок 13. Покупка ювелирных изделий. Вы нашли здесь какие-нибудь красивые украшения? Да, я ищу ожерелье. А ты? Я просто просматриваю, но мне нравятся кольца. Кольца красивые. Есть ли у вас любимый стиль? Я предпочитаю винтажные модели. У них есть характер. Винтаж прекрасен. Мне нравятся разноцветные драгоценные камни. Они добавят изюминку любому наряду. Точно. Как вы думаете, они стоят вложений? Определенно. Они могут оценить это со временем. Урок 14. Связь природы. Слышали ли вы о связи с природой? Да, многие культуры имеют глубокие духовные связи с Землей. Удивительно, как люди смотрят на окружающую среду. Абсолютно. Природа может быть очень целительной. Я думаю, нам следует проводить больше времени на свежем воздухе. Я согласен. Это помогает уменьшить стресс и принести радость. Какие занятия вам нравятся на природе? Походы. Мое любимое занятие. Это каждый раз приключение. Это звучит великолепно. Я люблю кемпинг под звездами. Урок 15. Политические устремления. Вы слышали о политических изменениях в Техасе? Да, и интересно, как из сообществ выходят лидеры. Точно. Джордж Буш начал свой путь именно здесь. Он сделал. Это показывает, как могут подняться местные лидеры. Как вы думаете, что их мотивирует? Я считаю, что желание изменить ситуацию. Это правда. Они часто имеют прочные общественные связи. Да, и они глубоко понимают местные проблемы. Я восхищаюсь теми, кто берет на себя лидерство. Урок 16. Навигация в аэропорту. Вы знакомы с этой планировкой аэропорта?
Немного. Иногда это может сбивать с толку. Да, я всегда проверяю карты перед полетом. Хорошая идея. Это помогает избежать стресса. Какие у вас есть советы по навигации? Внимательно следуйте указателям и при необходимости обратитесь за помощью. Это умно. Мне нравится приходить пораньше, чтобы исследовать. То же самое. Это дает спокойное начало поездки. Вам нравятся аэропорты? Урок 17. Прочные мысли. Не волнуйся, ты всегда в моих мыслях. Это так мило. Я очень ценю это. Я никогда не забуду тебя, куда бы нас ни завела жизнь. Это очень много значит для меня. Наша дружба особенная. Да, это действительно так. У нас было так много замечательных воспоминаний. Абсолютно. Я дорожу каждым моментом, который мы провели вместе. Я надеюсь, что в будущем мы сможем создать еще больше удивительных воспоминаний. Я тоже. Давайте пообещаем поддерживать связь, несмотря ни на что. Определенно, ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Урок 18. Гостиничные услуги. Доброе утро. Предлагает ли этот отель экспресс-выезд? Да, они делают. Это облегчает уход. Это так удобно. Как насчет вариантов завтрака? У них есть шведский стол и обслуживание номеров. Идеальный. Я люблю завтракать в постели. Это такое удовольствие. Есть ли у тебя планы на сегодня? Думаю осмотреть близлежащие достопримечательности. Это звучит захватывающе. Я мог бы присоединиться к вам, если вы не против. Нисколько. Чем больше, тем веселее. Урок 19. Тенденции рынка. Я слышал, что компании изучают рынки Азии. Да, это растущая возможность для многих предприятий. Интересно, на какие продукты они нацелены? Вероятно, техника и потребительские товары. Они популярны. Имеет смысл. Что насчет Южной Америки? Это разнообразный рынок с уникальными потребностями. Точно. Компаниям необходимо адаптировать свои стратегии. Истинный. Понимание местной культуры является ключевым моментом. Мне бы хотелось узнать больше о международном бизнесе. Урок 20. Наслаждение едой. Я хочу, чтобы мы оба получили удовольствие от еды. Я ценю, что ты отличный друг. Что ты думаешь о том, чтобы попробовать этот новый итальянский ресторан? Это звучит потрясающе. Я люблю макароны. Говорят, их лазанья лучшая в городе. Я уже в восторге. Какое твое любимое блюдо? Я никогда не смогу устоять перед хорошим ризотто. Ризотто очень нежное и вкусное. Точно. А потом мы могли бы разделить десерт. Урок 21. Автомобили и идеи.
Вы когда-нибудь задумывались об истории автомобилей с бензиновым двигателем? Это увлекательно. Так много изобретателей внесли в это свой вклад. Верно. Первая успешная модель стала настоящим прорывом. Я читал, что в первые дни было много проблем. Точно. Им приходилось постоянно решать инженерные проблемы. А теперь у нас такие передовые технологии. Истинный. Электромобили также становятся популярными. Интересно посмотреть, как далеко мы продвинулись, не так ли? Будущее транспорта выглядит захватывающим. Урок 22. Астрономические открытия. Знаете ли вы, что один астроном поддержал точку зрения Коперника? Да, это изменило наше понимание Вселенной. Его наблюдения были новаторскими. Они действительно помогли продвинуть научную революцию. Представьте себе, насколько смелым он должен был быть, чтобы поделиться своими идеями. Абсолютно. Тогда это требовало большого мужества. Приятно думать об этих первых ученых. Их открытия до сих пор влияют на нас. Я люблю изучать астрономию и ее историю. Урок 23. Размер имеет значение. Это важно помнить. Знаете ли вы ограничения по размеру? Да, они действительно могут повлиять на ваши планы. Точно. Очень важно проверить перед бронированием. Я согласен. Однажды у меня были проблемы, потому что я не проверил. Это звучит неприятно. Что случилось? В последнюю минуту мне пришлось изменить весь свой маршрут. О нет. Должно быть, это был стресс. Так и было, но я усвоил урок. Всегда полезно перепроверить эти детали. Урок 24. Проблема со сном. Это было хорошо, но немного беспокойно. Были ли у вас проблемы со сном? Да, я продолжал просыпаться всю ночь. Это самое худшее. Вы пробовали чем-нибудь помочь? Я так и сделал, но ничего не помогло. Иногда может помочь теплое питье. Я попробую это в следующий раз. Обычно я слушаю успокаивающую музыку. Это звучит как отличная идея. Урок 25. Домашняя безопасность. И вы когда-нибудь задумывались о создании домашней системы безопасности? У меня есть. Это могло бы сэкономить деньги, верно? Точно. Кроме того, вы можете настроить его. Это отличный момент. Что бы вы включили? Я бы начал с камер и датчиков движения. Хороший выбор. Умные замки тоже могут быть полезны. Определенно. Они добавляют еще один уровень безопасности. Мне нравится, что мы можем взять под контроль свою безопасность. Приятно осознавать, что мы можем сделать это сами. Урок 26. Отдых на пляже. Ну, я исследовал некоторые направления. Как насчет пляжного отдыха?
Это звучит идеально. Я люблю пляж. Я тоже. Лучше всего отдыхать у воды. Вы имеете в виду конкретный пляж? Я думал о том прибрежном городке, который мы любим. Отличная идея. Он имеет красивые виды. А еще вкуснейшие морепродукты. Нам следует спланировать поездку в ближайшее время. Урок 27. Патриотические сцены. В 1871 году общей темой был патриотизм в искусстве. Это интересно. Что за сцены? Многие изображали исторические события и героев. Эти произведения искусства, должно быть, были очень мощными. Они были. Они вдохновляли гордость и единство. Удивительно, как искусство может отражать общество. Точно. Искусство рассказывает истории прошлого. Обожаю изучать историю искусств. То же самое. Оно связывает нас с нашими корнями. Урок 28. Управление временем. Как вы справляетесь с неожиданными перерывами? Обычно я выделяю буферное время в своем графике. Это умно. Это помогает снизить стресс. Точно. Важно оставаться гибким. Легко ли вам адаптироваться? Большую часть времени это просто требует практики. Мне нужно поработать над этим навыком. Со временем ты освоишься. Спасибо за совет. Урок 29. Выбор путешествия. Какие страны вы рассматриваете для путешествия? Я разрываюсь между Италией, Испанией и Францией. Это все прекрасный выбор. Я знаю, каждый имеет свое неповторимое очарование. Италия прекрасна своей историей и кухней. Абсолютно. А в Испании потрясающие пляжи. Франция также идеальна для искусства и культуры. Точно. Это такое трудное решение. Возможно, когда-нибудь вы сможете посетить все три. Урок 30. Побеги от природы. Вам нравится проводить время на природе. Дар. Это освежает и омолаживает. Какое ваше любимое занятие на свежем воздухе? Походы. Одни из моих любимых. Звучит весело. Какие-нибудь запоминающиеся походы? Однажды я прошел по красивой тропе с потрясающими видами. Мне бы хотелось услышать об этом больше. Это был трудный, но полезный опыт. У природы всегда есть способ вдохновить нас. Урок 31. Бронирование отелей. Привет, я хотел бы забронировать номер в отеле. Конечно. На сколько ночей вы планируете остаться? Мне это нужно на 3 ночи. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Да, у нас есть прекрасный отель в центре города с прекрасными удобствами. Это звучит идеально. Каков ценовой диапазон? Это вполне разумно, около $120 за ночь.
Большой. Могу ли я забронировать его сейчас? Конечно. Мне просто нужны ваши данные для бронирования. Ну вот, я надеюсь, что это будет хороший отдых. Урок 32. Оставайтесь в курсе. Тесно. Да, я читаю статьи, чтобы быть в курсе. Это хорошо. Какие темы интересуют вас больше всего? Я люблю читать о технологиях и здоровье. Они постоянно развиваются. Это важные поля. Узнали ли вы что-нибудь интересное в последнее время? Да, я читал о новых тенденциях в области здравоохранения, которые весьма многообещающие. Интересный. Мне бы хотелось услышать об этом больше. Конечно, все дело в интеграции хорошего самочувствия в нашу повседневную жизнь. Звучит как вызов, но оно того стоит. Абсолютно. Небольшие изменения могут иметь большое значение. Урок 33. Рекомендации. Новый. Есть рекомендации. Ну, это зависит от вашего бюджета и того, что вы ищете. Я открыт для предложений. Мне нужно что-то доступное, но красивое. Как насчет уютного кафе, где подают отличный кофе и выпечку? Это звучит восхитительно. Я люблю хорошую кофейню. Рядом есть один, в котором царит прекрасная атмосфера. Идеальный. Я проверю это после работы. Вы не пожалеете об этом. Это местный фаворит. Спасибо за совет. Я очень рад попробовать это. Урок 34. Проблема общения. Не можете общаться в чужой стране. Да, это серьезная проблема, но большинство людей ее понимают. Истинный. Улыбка может иметь большое значение, не так ли? Абсолютно. Все дело в том, чтобы попытаться установить связь. Вы когда-нибудь учить основные фразы перед путешествием? Я стараюсь. Это помогает мне чувствовать себя более уверенно. То же самое. Интересно выучить несколько слов на другом языке. Конечно, это делает опыт богаче. Точно. Плюс местные жители ценят усилия. Урок 35. Мечтать. Ссора маленькая не то появлялась, то исчезала из облаков и реальности. Это звучит поэтично. Это из рассказа. Да, это часть детской книги о воображении. Обожаю такие истории. Они пробуждают творчество. Точно. Они напоминают нам о больших мечтах. Какая ваша любимая книга детства? Мне понравился там, где живут дикие твари. Это так образно. Классика. Он прекрасно передает суть детства. Это действительно так. Сегодня нам нужно больше таких историй. Урок 36. Принимайте вызовы. Вот этот дол. Принимайте вызовы и стремитесь к успеху. Мне нравится этот образ мышления. Все дело в росте. Верно? Точно. Каждое испытание– это возможность учиться.
У вас есть недавний пример этого. Да, я взялся за проект на работе, который казался пугающим. Как все прошло. Но удивление хорошо. Это подтолкнуло меня к совершенствованию своих навыков. Это вдохновляет. Мне нужно чаще напоминать себе об этом. Мы все делаем. Успех часто находится по ту сторону страха. Урок 37. Восстановление экономики. Восстановить динамику нашей экономики и вознаградить усилия и предприимчивость работающих американцев. Это важная цель. Как, по вашему мнению, мы можем этого добиться? Поддерживая малый бизнес и поощряя инновации. Абсолютно. Они являются основой нашей экономики. Инвестиции в образование также имеют ключевое значение. Да, квалифицированные работники способствуют прогрессу. Это все взаимосвязано. Каждое усилие имеет значение. Нам нужно оставаться приверженными этим целям. Определенно. Вместе мы можем изменить ситуацию. Урок 38. Скидки на парфюмерию. Я слышала, что на парфюмерию действуют отличные скидки. Давайте проверим это. Есть ли у вас любимый аромат? Я люблю свежие и цветочные ароматы. Они так поднимают настроение. Хороший выбор. Я предпочитаю что-то немного теплое и пряное. Это звучит интригующе. Какие-нибудь бренды вы рекомендуете? Да, я обожаю нишевые бренды. У них уникальные ароматы. Я всегда готов попробовать что-то новое. Идеальный. Давайте исследуем и найдем наших следующих фаворитов. Я не могу дождаться. Покупка парфюмерии– это всегда удовольствие. Урок 39. Дом, милый дом. Я живу в двухэтажном доме. Он довольно просторный. Это звучит прекрасно. В какой цвет он окрашен? Нижняя часть дома окрашена в белый цвет. Белый придает ему такой свежий вид. А как насчет верха? Это светло-голубой цвет, очень успокаивающий. Я могу себе представить. У вас есть сад? Да, маленький, с цветами и травами. Это звучит красиво. Я тоже люблю садоводство. Приятно проводить время на свежем воздухе. Урок 40. Красота природы. Джон, не могу дождаться возможности исследовать красоту природы вместе с тобой. Анна, я тоже. Природа оказывает такое успокаивающее воздействие на разум. Джон, абсолютно. Есть что-то волшебное в пребывании на свежем воздухе. Анна, вы уже подумали, по каким тропам хотите пройти в первую очередь? Джон, да. Мне не терпится посетить ту живописную смотровую площадку, о которой мы говорили. Анна, это отличный выбор. Виды будут захватывающими. Джон, определенно. Кроме того, по пути интересно обнаружить скрытые драгоценные камни. Анна, я согласна. Каждый шаг на природе кажется приключением. Джон, давайте возьмем с собой что-нибудь перекусить и проведем день.